Ответ Зеленского россиянам и на прямую линию Путина. Киев заявляет о победе, заявление Москвы о финале войны и прогноз США. Война продолжится, но будет ли капитуляция одной из сторон? Немцы готовятся к диверсиям за рубежом и даже к войне на стороне России. Разведка Германии меняет правила игры, а в НАТО заявляют о вторжении российской цели. Громкий скандал в Украине. Сотни тысяч долларов на брендовую одежду, алкоголь и крестины детей. Как профсоюзные деньги превратились в личный банкомат начальников. Удар по Булгакову и Ахматовой. Киев объявляет войну символике российской имперской и советской политики. Заявление столичной власти. Ядерный полигон у границ НАТО. Беларусь готовит свалку ядерных отходов. Новый скандал между Минском и Вильнюсом. Шок-эксперимент. Американка решила не мыть голову год и теперь стала звездой в США. Ужас в ее голове поразил миллионы. Об этом и не только. Досмотрите. Друзья, всем привет! Это «Время Прядко». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Как всегда, нужна ваша поддержка прямо сейчас. Пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях. А я начинаю. Безоговорочная ликвидация. В Киеве демонтируют знаменитый памятник Булгакову на Андреевском спуске. Также снесут монументы Ахматовой, Глинки и еще 12 объектов, связанных с, далее цитата, «историей и символикой российской имперской и советской политики». Конец цитаты. Также демонтажу подлежит символический знак «Киев – город-герой» с изображением пятиконечной звезды. Соответствующее решение приняли власти украинской столицы. Каждый вопрос, касающийся памятных объектов, рассматривается комплексно, с учетом исторического контекста, символического значения и чувствительности темы для общества. В то же время Украина имеет собственных выдающихся деятелей, культурных личностей и современных героев, память о которых заслуживает достойного представления в публичном пространстве столицы. Ядерная свалка у границы НАТО. Минск поставил Вильнюс перед фактом. Белорусская Гродненская область, которая граничит с Литвой, рассматривается как площадка для захоронения и временного хранения радиоактивных отходов. О своих планах Беларусь уже уведомила Министерство окружающей среды Литвы. Там говорят, что белорусская сторона ждет комментариев от Вильнюса по этому поводу. Инициатива создания площадки для хранения радиоактивных отходов БелАЭС прорабатывается в Белоруссии в рамках консультаций с Росатомом. В Литве изучают вопросы, готовят ответ. Также власти Беларуси не исключают, что полигон ядерных отходов могут развернуть и в других областях страны, в частности в Гомельской или Могилевской. Строительство намечено на 2028-2030 годы. Литва реагирует так. Данная деятельность может иметь трансграничное воздействие на окружающую среду. Приглашаем до 6 января 2026 года направлять замечания, предложения или мнения относительно воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Недвусмысленный сигнал Москве. Так канцлер Германии Мерц назвал решение ЕС предоставить Украине финансовую помощь в размере 90 миллиардов евро. Об этом пишет Financial Times. Выделив деньги, Европа еще раз продемонстрировала свою поддержку Киеву. Однако это решение далось европейским лидерам с большим трудом. Больше 16 часов переговоров, споров и российские активы по-прежнему неприкосновенны. Одержимость Бельгии юридическими тонкостями потопила идею репарационного кредита, говорится в материале. А стремление Франции, Италии и других стран умиротворить недовольных фермеров из-за квоты на импорт говядины, составляющей чуть более 1% производства ЕС, вновь затормозило, а возможно и окончательно похоронило заключение торгового соглашения ЕС с Меркосур, говорится в публикации. Financial Times пишет, на этом фоне нравоучения президента Франции Макрона о превращении Европы в геостратегического игрока звучат пусто. Для Мерца итог саммита – это вообще удар, ведь именно он активно продвигал идею репарационного кредита и даже дерзко представил ее как собственную. Лидерам ЕС удалось договориться о новых совместных заимствованиях для помощи Украине потому, что Венгрия, Словакия и Чехия добились исключения для себя. Это признак растущей группы стран, выступающих против поддержки Киева. Москва может быть воодушевлена этим фактом, даже если солидарность Европы с Украиной в целом остается впечатляющей. Кто на кого напал? Таким вопросом задался премьер Венгрии Орбан, рассуждая о российско-украинской войне и об итогах саммита ЕС, на котором европейские лидеры так и не смогли договориться об изъятии замороженных активов России в пользу Киева. Этот провал Орбан назвал правильным решением. В противном случае, заявил премьер-министр, был бы риск, что долгосрочный военный заем пришлось бы выплачивать детям и внукам европейцев, поскольку нет гарантий, что Путин проиграет войну. Так считает Орбан. Западные страны заблуждаются, думая, что эту войну можно вести, не потратив ни цента, а затем заставить Москву оплатить все расходы в виде военных репараций, подчеркнул Орбан.
Именно так сегодня думают западноевропейцы. Они спокойно завтракают дома, пьют свой кофе и думают, как это красиво и морально правильно. Помочь стране, подвергшейся нападению, пусть она и не такая уж маленькая, и не совсем ясно, кто на кого напал. И как хорошо, что это нам ничего не стоит. Между тем платить будут именно они. Вчера стало ясно, что история с замороженными активами мертва. Кто на кого напал и когда закончится война? Внимание Запада приковано и к заявлениям Путина, которые прозвучали во время прямой линии. Итак, что пишут мировые издания о том, что было сказано Путиным? В Москве уверяют, мероприятие побило рекорд по длительности, практически 4,5 часа. Ответы Путина и его заявления, а также само мероприятие стало самым значимым публичным выступлением Путина в этом году, уточняет Рейтер. Завершение войны могло бы вновь сблизить Россию, обладающую одними из крупнейших в мире запасов природных ресурсов, от нефти и газа до алмазов и редкоземельных металлов, Соединенными Штатами в момент, когда Вашингтон стремится сосредоточиться на конкуренции с Китаем, с которым Путин выстроил партнерство без ограничений. Вашингтон-Пост при этом пишет, что прямая линия Путина совпадает с событиями, к которым также приковано внимание. Это саммит ЕС, на котором решалась судьба замороженных российских активов, и дальнейшая финансовая поддержка Украины, а еще усилия США в попытке завершить войну в Украине. Специальный посланник Трампа Стив Уитков и его зять Джаред Кушнер, как ожидается, в эти выходные прибудут в Майами для переговоров с Кириллом Дмитриевым, ключевым инвестиционным представителем Путина и центральной фигурой в неофициальных закулисных контактах, сообщили Axios и Политика. Издание «Политика» пишет о заявлениях и прямой линии Путина резче, называя событие ежегодным цирком Путина. Далее цитата. «Мероприятие дает Путину платформу для передачи того, что у него на уме». Авторы материала пишут о том, что пресс-конференция была срежиссирована и объясняет, почему называют событие цирком. Такое сообщение появилось на экранах в зале, где Путин отвечал на вопросы. Далее цитата. «Это не прямая линия, а цирк», гласило сообщение, которое ненадолго появилось на экране. Конец цитаты. Хотя Путин хвалил Китай и Беларусь за их тесные связи с Москвой, Европа и НАТО вызвали его гнев. Он почти извинился за то, что назвал европейских лидеров «подсвинками», ранее на этой неделе на встрече с Министерством обороны, сказав, что слова вылетели из его рта. Но это не помешало ему назвать их грабителями за желание использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Путин обратился к Западу и к Украине, а также заявил, что Россия готова немедленно прекратить войну. Эти заявления разлетелись по новостным лентам, и их активно обсуждают как в РФ, так и в Украине. К Киеву требования такие. Если будут президентские выборы, то они должны состояться и на территории России. Путин заявил о большом количестве украинцев, которые проживают в РФ. Если Украина придет к решению о смене власти, Москва готова сделать так, чтобы ракеты не летели вглубь страны, уверяет Путин. Обращение к Западу и заявление о завершении войны прозвучало так. Мы готовы прекратить эти боевые действия немедленно при обеспечении условий безопасности России на среднесрочную и длительную перспективу и готовы к сотрудничеству с вами. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине. Хотя бы прекратить воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования. Напомню, выборов в Украине требовал и Трамп, намекая на недемократичность и допуская, что Зеленский может и победить, если будет участвовать. При этом сам Зеленский, как вы помните, заявлял, что готов к выборам, но США и другие партнеры должны обеспечить безопасность проведения этих выборов. О гарантиях безопасности и завершении войны в эти дни вновь говорят в США. Украинская делегация уже в Америке и начала переговоры с американцами в пятницу 19 декабря. Диалог продолжится и 20 декабря. При этом на выходных, как вы помните, в Штаты прилетит и представитель Путина Дмитриев. В Госдепе США накануне заявили, что уже достигнут прогресс. И сейчас ясно одно – ни Украина, ни Россия не капитулируют. В этом уверен Рубио. Военные конфликты, как правило, заканчиваются несколькими способами. Капитуляцией одной из сторон или переговорным урегулированием. Мы не видим капитуляции ни с одной стороны. Переговорное урегулирование требует двух вещей. Обе стороны должны что-то получить, и обе стороны должны чем-то поступиться. Мы пытаемся понять, что может дать Россия и что она ожидает получить, что может дать Украина и на что она рассчитывает. Решение будет за Украиной и Россией. Это не будет решением Соединенных Штатов. После переговоров с США станет ясно, будет мир или его не будет. Но посол США в НАТО Уитакер уже говорит, в 2026 году боевые действия все же продолжатся. В конечном счете это наш шанс, и Украина должна быть готова воевать и в 2026 году. Именно поэтому в ЕС был одобрен кредит на $105 миллиардов. Соединенные Штаты продают оружие союзникам по НАТО, и это оружие затем поставляется Украине.
оружие, которое невозможно получить где-либо еще. Мы хотим, чтобы война закончилась, и хотим, чтобы Украина могла себя защищать. И уже этой зимой станет совершенно очевидно: без мирного соглашения боевые действия продолжатся. Зеленский же сделал также ряд заявлений. Он заявил о победе. В частности, сказал, что беспроцентный кредит от европейцев – это важная победа. Без этих средств Украине было бы тяжело. Для нас это усиление. Это сигнал русским, что нет смысла им продолжать воевать, потому что мы поддержаны финансово, а значит, мы не будем сыпаться на фронте. Будем поддерживать нашу армию и наших людей. Наш бюджет поддержан 45 миллиардов в 2026 году. Именно из этих денег. В войне нет позитивных результатов, но на сегодня это важный позитивный сигнал для нашего общества и резкий сигнал относительно врага. В интервью польским СМИ во время визита в Варшаву он также сказал, что Путин их много, один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое. А еще ответил Путину по поводу выборов. Зеленский считает, что Путин не только контролирует выборы в России, но теперь бы хотел контролировать выборы и в Украине. Но Киев не позволит, чтобы этот процесс кто-либо контролировал, заявил Зеленский. Саботаж на фронте. В районе украинского города Гуляйполе, это Запорожская область, критическая ситуация. Об этом сообщают аналитики мониторингового проекта Deep State. ВСУ могут потерять Гуляйполе из-за саботажа некоторых офицеров 102-й бригады территориальной обороны. Они подбивают сослуживцев на самовольное оставление позиций. Параллельно с этим в бригаде не знают обстановку в соседних батальонах, думая, что соседи стоят, а они уже за пределами области, говорится в докладе Deep State. По данным аналитиков, ситуацию в Гуляйполе пытаются спасти элитные штурмовые подразделения ВСУ, однако их усилия могут быть напрасными, без надежного удержания позиций основной бригадой. Немцы готовятся к диверсиям за рубежом и даже к войне на стороне России. В Германии решили переписать правила для своей разведки. В Берлине обсуждают закон, который может превратить немецкую внешнюю разведку БНД из службы аналитиков в реальную спецслужбу действия с диверсиями за границей, ответными кибератаками и тайными операциями. По плану, немецким разведчикам хотят разрешить то, что раньше было под жестким запретом, а именно проникать в квартиры без суда, устанавливать шпионское ПО, выводить из строя системы противника, глушить кибератаки и даже проводить саботаж, если власти сочтут угрозу системной. Власти объясняют это просто: Россия, кибератаки, диверсия и опасность. Немецкая разведка, по их словам, слишком долго была связана по рукам и вынуждена просить помощи у союзников. Теперь Берлин хочет, чтобы БНД могла бить в ответ самостоятельно. В черновике законопроекта, который подготовлен ведомством федерального канцлера Германии и был опубликован рядом немецких СМИ, говорится о том, что немецким разведчикам позволят совершать определенные преступления за пределами Германии. Упоминается и участие в войне на стороне России. Однако также звучат и заявления о том, что расширенные полномочия будут включаться только в исключительных случаях. Согласно проекту, источникам BND за рубежом в будущем может быть позволено совершать определенные уголовно наказуемые действия, если это необходимо. В обосновании говорится, что должно быть допустимо, если немецкий наемник, воюющий на стороне России и тайно работающий на BND, вскрывает автомобиль, чтобы похитить документы. Громкий скандал в газовой отрасли Украины. Профсоюзные деньги, которые должны были идти на поддержку работников, превратились в личный банкомат для профсоюзных начальников. Вместо помощи людям – элитные курорты, алкоголь, корпоративы, брендовая одежда и даже оплата крестин детей. Следствие утверждает, схема работала годами. Часть средств, которые компании перечисляли профсоюзам с фонда зарплат, тратили без всякого контроля. Закупки обходили намеренно, чтобы скрыть реальные расходы и не оставлять следов. В итоге десятки миллионов гривен ушли не рабочим, а на роскошную жизнь узкого круга людей. Речь идет о 14,5 миллионах гривен, это около 400 тысяч долларов. Теперь под подозрением сразу несколько глав профсоюзов в западных регионах страны. Им вменяют особо крупную растрату и сговор. Расследование продолжается, и силовики прямо намекают, это может быть только вершина айсберга. Вторжение на территорию НАТО. Российский БПЛА долетел до Турции, страны-члена Альянса. На северо-западе страны местные жители нашли обломки дрона. Беспилотник упал в сельской местности, уточняют турецкие СМИ. У него незначительные повреждения. В МВД страны предполагают, что дрон российский. Такие беспилотники отличает относительная дешевизна производства и большая дальность полета. Как правило, БПЛА этого типа могут перехватывать переговоры и глушить мобильную связь. В официальном сообщении МВД Турции говорится следующее. По предварительным данным, был обнаружен беспилотный летательный аппарат типа «Орлан-10» российской разработки,
предположительно используемый для разведки и наблюдения. Расследование по этому инциденту продолжается. И напоследок о странном и шокирующем эксперименте. Американка показала, что будет, если не мыть голову почти год. Кадры не для слабонервных. Девушка по имени Кайла Рейган утверждает, что за год она только раз использовала шампунь для волос. Из-за отсутствия гигиенических процедур кожа головы Кайлы покрылась слоем перхоти, а на лбу появилась сыпь. Американка говорит, что даже обратилась к врачу, когда все пошло не по плану. В клинике ужаснулись и сказали, что нужно срочно мыть голову. Девушка не впервые проводит опыты со своими волосами. В прошлом году она не мыла голову 93 дня. За это время в ее шевелюре успела завестись не только перхоть, но и моль. Многие в комментариях заявили, что совсем не удивлены таким диагнозом, и отметили, что она сама в этом виновата. Один пользователь написал: «У меня аж кожа зудит. Просто когда я смотрю это на телефоне, я бы закричал, если бы ты была рядом». Другой прокомментировал: «Я лично оплачу, чтобы тебе профессионально помыли голову». Она, похоже, прислушалась и на днях выложила ролик с мытьем волос. Друзья, всем спасибо за просмотр, хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.